Всем привет! Вы на канале Поворот не туда. В этом видео расскажу про адресные ленты SK6812RGBV. Соберу 3 комплекта, которые вы можете заказать на Авито по ссылкам в описании, или собрать такой комплект самостоятельно, используя информацию из этого видео. Если эти комплекты уже проданы, то пишите на почту, и я соберу комплект для ваших фар или фонарей. SK6812RGBV отличаются от других адресных лент тем, что в каждом пикселе помимо 3 стандартных цветов есть еще один – яркий белый цвет. Эти ленты стоят дороже, чем VS2812 и их аналоги. В продаже имеется 3 оттенка белого – холодный белый 6000 кельвинов, натуральный 4000 и теплый белый 3000 кельвинов. Я купил все 3 варианта, чтобы сравнить их и показать вам. SK6812 имеет напряжение питания 5 вольт, поэтому 1 метр ленты нужно обязательно подключать с двух сторон. Если подать питание на 1 метр такой ленты только с одной стороны, то конец будет светиться в пол накала, так как дорожки на самой ленте не способны передать большой ток. Приступаю к сборке. Первым делом разделю ленту на 2 половины и отпаяю разъем, так как буду использовать свои провода. Получилось 2 отрезка по 50 см. В данном случае тут пиксели с теплым белым светом 6000 кельвинов. Для сборки одного комплекта буду использовать 2 платы Arduino Pro Mini и 2 понижающих преобразователя Mini 560 на 5 вольт. Выбрал Arduino Pro Mini из-за компактных размеров по сравнению с Arduino Nano. По ширине они одинаковые, а вот длина сильно отличается. Толщина тоже разная, так как на Pro Mini нет своего программатора и USB разъема. Это говорит о том, что прошивать Pro Mini можно только через другую Arduino или отдельный программатор. Лужу контакты преобразователей. Еще мне потребуются резисторы 2 номиналов. Мощность резисторов не имеет значения. Для одной Arduino потребуется 4 резистора. 2 номиналом 100 кОм и 2 на 47 кОм. Резисторы 100 кОм подключаю одним концом к пину GND – земля, а вторым концом к пину 10 и 11 соответственно. Если вы тоже будете использовать Pro Mini, то пин GND можно взять здесь. Резисторы 47 кОм подключаю также к пину 10 и 11, а второй конец оставляю незадействованным. Позже к ним нужно будет припаять провода, через которые Arduino будет получать команды на включение функций. Снизу отрезаю ножки под корень, это очень важно в данной конструкции. Во всех своих видео я использую провода MGTF. Для питания потолще, около 0,3 квадратов, а для передачи сигнала можно брать самый тонкий. У меня это вроде 0,03 квадрата. Обожаю этот провод за простоту зачистки. Паяю так, чтобы снизу преобразователя не образовалась капля припоя. Теперь соединяю Arduino и преобразователи с
с помощью двухстороннего скотча. Получается два таких замечательных, а главное миниатюрных контроллера. Данные на ленту буду отправлять с 4-го цифрового пина, поэтому паяю к нему тонкий провод. Нарезаю термоусадку на кусочки, чтобы объединить провода в жгут. Ищу мультиметром, где плюс и минус, и помечаю провода термоусадкой. Подключаю ленты к контроллеру, и поворотники уже почти готовы. Подключил питание Arduino к преобразователю на выход 5 вольт. Теперь осталось подключить провода на вход преобразователя и на торчащие резисторы. Крайне рекомендую щелкать зажигалкой подальше от ардуинки, а потом подносить пламя к нужному месту. Разряд пьезоэлемента не знает, что ардуинки дорожают с каждым днем, поэтому без раздумий сжигает их. Входные провода тоже объединяю в жгут. Итого получается на входе 4 провода. Красный — это плюс питания 12-15 вольт. Зеленый — это управляющий провод ДХО. Желтый — управляющий поворотника. Ну а черный, тут я его не пометил, это соответственно минус питания. Чтобы не мучить вас, за кадром собрал остальные комплекты и написал простенький код. Приветствие в стиле Audi RS7. Давайте посмотрим его еще раз. Сделал фотографию и немного откорректировал цвета, чтобы было лучше видно, как отличаются оттенки белого цвета. Но стоит отметить, что тут светится не только белый кристалл, но и еще совсем немного синий. Просто если оставить 3000 кельвинов без синего, то вряд ли кто-то захочет поставить себе такие ДХО. В целом, каждый из этих комплектов можно настроить на любой оттенок, без потери яркости, но это уже по желанию заказчика. Разложил ленты в гараже, и вот так они светят при освещении 400 Вт. Это мощность с учетом сгоревших ламп. Теперь расскажу про принцип работы. Когда подаю питание, срабатывает приветствие. Далее, если кнопка ДХО нажата, то просто остается гореть белый цвет. Если кнопка ДХО не нажата, то ленты выключаются. При нажатии на кнопку ДХО свет включится без приветствия. Вторая кнопка включает поворотники, а при выключении загорается белый без приветствия. Код, конечно, можно изменить по вашему желанию, а в таком виде, как он есть сейчас, вы можете скопировать его из закрепленного комментария или скачать по ссылке в описании. Также в описании есть ссылки на все используемые комплектующие. Arduino Pro Mini я прошиваю через Arduino Nano. Ничего сложного в этом нет. Соединяем Pro Mini и Nano, как показано на схеме. В настройках IDE указываем плату Pro Mini. Процессор в моем случае Atmega 168, 5 вольт, 16 МГц. Выбираем порт, у меня это 10. Программатор оставляем как для Arduino Nano.
Чтобы загрузка скетча прошла успешно, требуется зажать кнопку Reset в тот момент, когда идет компиляция. Когда в углу появится надпись «Загрузка», нужно отпустить кнопку, и скетч отправится на Pro Mini через Nano. Сам по себе скетч будет одинаково работать на Arduino Nano, Pro Mini или Arduino Uno. А у меня на этом все. Вы смотрели «Поворот не туда». Всем пока!